Наверное, нет таких садоводов, которые бы не любили яркие первоцветы. К таким относятся очаровательные и неприхотливые примулы. Среди этого красивого многолетника есть много интересных видов и декоративных сортов. Сегодня я расскажу о самых необычных, которые отличаются от прочих примул своими эффектными красочными соцветиями причудливой формы. В ландшафтном дизайне огромным спросом пользуются примулы мелкозубчатые. Их удивительные соцветия в виде плотных шаров способны преобразить любой цветник. Эти растения можно выращивать не только в открытом грунте, в саду, но и в контейнерах. Данный многолетник отличился простотой в уходе, теневыносливостью, устойчивостью к болезням и вредителям и зимостойкостью. Мелкозубчатые примулы выдерживают без укрытия морозы до минус 34 градусов по Цельсию. Но есть разновидности, которые в холодных садах не зимуют. Среди этого вида уже выведено много красивейших зимостойких сортов с разнообразной окраской и необычными соцветиями-шарами. Высадив разные примулы, вы создадите в своем саду самые яркие и эффектные композиции. Мелкозубчатые примулы хорошо разрастаются, наращивая пышные розетки из ярко-зеленой листвы. Их высота без цветоносов достигает 40 см. Эффектные сферические соцветия в виде красочных крупных шариков невероятно украшают сад. Взрослый кустик способен выпускать более 20 цветоносов, которые возвышаются над густой розеткой и достигают высоты 50 см. Красочное цветение этих примул похоже на фантастическое цветочное шоу. Этот период можно назвать настоящим праздником для каждого цветовода. Плотные головки мелкозубчатых примул радуют взгляд не менее 40 дней, после чего на месте цветов завязываются семена, а цветник продолжает украшать густые розетки из удлиненной листвы с привлекательной, слегка гофрированной поверхностью. У этих примул необычно все. От их фантастических округлых соцветий, которые достигают 10 см в диаметре, сложно оторвать взгляд. Их окраска может быть белой, розовой, сиреневой, лиловой и даже красной. Благодаря плотному расположению цветов и кружевному краю лепестков, эти примулы сложно сравнить с другими цветами. Они всегда четко выделяются среди прочих растений в саду. Мелкозубчатыми примулами очень легко украсить садовые дорожки и цветники. Их часто высаживают на самом видном переднем плане и в парадной зоне. Эти цветы хорошо сочетаются с другими первоцветами. Например, сиреневые соцветия-шарики красиво смотрятся с желтыми нарциссами, сциллами и мускарями. В отличие от большинства примул, этот вид неплохо себя чувствует на открытых солнечных участках и в полутени. Хорошо переносит временную засуху, особенно при мульчировании, и к почвам неприхотливый, хотя предпочитает рыхлый и питательный грунт умеренной влажности, нейтральной либо слабокислой реакции. А вот застоя воды в корнях эти растения не терпят. При посадке мелкозубчатых примул учитывайте то, что их розетки довольно объемные и хорошо разрастаются. Выдерживайте расстояние между кустиками не менее 30 см. Цветение этого первоцвета сложно не оценить по достоинству. Кустики начинают цвести уже в апреле и невероятно украшают сад до конца мая. В это время растения можно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Эти цветы также подходят для комнатного цветоводства, для ранней выгонки и срезки в букеты. Однако в контейнерном выращивании им необходимо создать зимовку в прохладных условиях. Делить и рассаживать разросшиеся розетки лучше не чаще одного раза в 4 года. Это самый простой способ размножения примул, хотя еще применяют семенной метод. Семена можно найти в продаже, но учитывайте, что перед посевом они должны пройти стратификацию, а сеянцы полноценно зацветут только на 3-й год. Кстати, зубчатые примулы способны давать свой самосев, что сильно облегчает их размножение. Подытоживая описание мелкозубчатой примулы, стоит сказать, что эти многолетние цветы отличились не только своей необычной красотой, но и простотой в уходе. Они идеально подходят для украшения цветников и альпийских горок. Таких эффектных соцветий, как у этого вида, в природе сложно найти. Хотя среди всего разнообразия примул есть особые фавориты, отличающиеся невероятной красотой. Это махровые примулы. Одной из самых эффектных сортовых серий считаются примулы Белларина. Эти цветы поражают своей яркостью, разнообразием окрасок и пышной формой, напоминающей розочки.
Кроме всего, они еще очень приятно пахнут. Если вам будет интересно узнать больше о примулах Беларина, вы сможете из моего видео. Ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Но сегодня я хочу рассказать еще об одной садовой примуле, с которой мало кто знаком. Это примула виаля. Необычный вид ее двухцветных соцветий на высоких цветоносах скорее напоминает гиацинты. Яркие цветы свечи начинают распускаться снизу вверх. Из-за этого имеют контрастное сочетание еще не раскрытых темно-красных бутонов и сиреневых колокольчатых цветов. Из всех примул этот вид, пожалуй, самый экстравагантный и не похожий на своих цветущих родственниц. У кустиков узкие листья около 30 см длиной, которые в основном расположены вертикально. Высота растений от 20 до 35 см, с цветоносами не более полуметра. Этот вид является позднецветущим. Его цветение приходится на июнь-июль. Обычно, чем прохладнее лето, тем цветение продолжительнее. Яркие пирамидальные соцветия примула виаля видны даже издалека, особенно при посадке группами. Кроме всего, они еще издают приятный аромат. Этот красивый многолетник родом из Китая, где он довольно часто встречается во влажных лесах и горных лугах. Для посадки этих примул лучше использовать питательный и рыхлый грунт с обязательным дренажом. Застой влаги в корнях недопустим. Однако длительное пересыхание почвы тоже во вред этим растениям. Примулу виаля лучше высаживать в полутени. Она хорошо приживется под кружевной кроной деревьев, а вот постоянная жара и открытое солнце пойдут ей во вред. Растение любит своевременный и умеренный полив, а также мульчирование. К сожалению, этот яркий восточный вид не может похвастать долгожительством, хотя примула виаля хорошо размножается делением и семенами. Так как состарившиеся розетки могут время от времени выпадать, семена лучше подсевать непосредственно в открытый грунт. Несмотря на некоторые сложности и капризы этой культуры, ее красочное цветение не может не обратить на себя внимания. Уверена, что все эти примулы достойны занять в саду самые видные места. Я буду всем благодарна, кто поделится своим опытом выращивания примул. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.